Есть ли у вас второе сердце? Что оно из себя представляет и для чего оно предназначено? В каком оно состоянии? И что делать, чтобы развить и укрепить его? Всем привет! Я Алла, финансист с 25-летним стажем, опытный спортсмен, чемпионка Европы по фитнесу и сертифицированный тренер. И если вы на моем канале, то вам интересно получить ответы, как шаг за шагом улучшать качество жизни в любом возрасте. Так есть ли у вас второе сердце? Посмотрите на себя в зеркало, и вы увидите, что да, у вас точно есть второе сердце. Начнем с того, что и первое, и второе – это ваши мышцы, без которых невозможна полноценная работа организма. Только у них разные функции. Но где же оно находится? Не удивляйтесь, оно находится там, откуда у вас растут ноги. Упоминаем мы его очень часто. Например, когда что-то у нас идет не так, мы всегда говорим «все через». Когда чувствуем, что может что-то произойти, то говорим «чувствую». Но вы поняли, о чем я? Конечно же, о наших ягодицах. Они даже внешне похожи на перевернутое сердечко. На самом деле ягодицы являются очень чувствительными. В них огромная концентрация нервных окончаний. Мы очень сильно ощущаем ими холод или тепло. Так что наши ягодичные вполне заслуженно можно назвать вторым сердцем человека. В основном они удостаиваются внимания при внешней оценке привлекательности со стороны противоположного пола. И это неспроста. Это заложено у нас природой на подсознательном уровне. Красивые ягодицы, упругая попа – мечта всех женщин и тайное стремление многих мужчин. О состоянии вашего здоровья и о том, какой образ жизни вы ведете, говорит внешний вид ваших ягодиц. Вы спросите, какая связь? Многие думают, что ягодицы нам даны природой, чтобы мягче было сидеть. Давайте же разбираться. Природа дала крупные развитые ягодицы только людям. Благодаря им наши предки научились ходить на двух ногах и освободили руки для дальнейшей эволюции. Из животных только шимпанзе могут ходить прямо, но совсем недолго. Слишком слабы их ягодичные и очень быстро утомляются. Не пресс или спина, а именно ягодицы помогают держать баланс при вертикальном положении тела, делают походку красивой и элегантной. Благодаря ягодицам мы ходим, бегаем, плаваем, прыгаем, ездим верхом, поднимаемся и делаем очень многое из того, что называется полноценной и качественной жизнью. Знаете ли вы, что у среднестатистического мужчины ягодицы развиты слабее, чем у женщин? Мужчины, думаете, они вам не нужны? Скажу вам, что 100% нужны. Если у вас слабые ягодицы, то однозначно есть проблемы с поясницей, с шейным отделом, а современный сидячий образ жизни ускоряет развитие этих и других недугов. И со временем к ним добавляются множество других. Результатом многочисленных опросов и исследований установлено, что упругие и объемные ягодицы, в смысле не плоские, без сомнения нравятся абсолютному большинству представительниц прекрасного пола. Мужчины, берите себе это на заметку. Какие же у вас ягодицы? Хорошо ли они развиты? Существует множество разных тестов на проверку развитости этих мышц. Предлагаю сделать самый простой и быстрый тест. Он позволит определить наличие слабости и ягодичных мышц. Давайте проверим это вместе со мной. Лягте на спину, колени согните на 90 градусов. Сожмите ягодичные мышцы. Медленно поднимите бедра от поверхности пола. А затем выпрямите правое колено так, чтобы бедра были параллельны. Постарайтесь, чтобы уровень таза не менялся, а бедра не поворачивались. Если таз отклоняется или проворачивается в одну сторону, когда нога разгибается, то определенно есть слабость ягодичной мышцы.
Не нужно выполнять этот тест женщинам сразу после родов. Подождите хотя бы 6 недель. Вы сделали тест и решили, что они у вас развиты? Поздравляю! Сделаем второй тест. Насколько они развиты у вас? Вы сможете определить следующим способом. Делая шаг при обычной ходьбе, у нас всегда одна нога находится сзади. Поэтому встаньте ровно и отведите ровную ногу назад. Пощупайте вашу ягодицу. Что у вас там? Напряжение или осталось желе? Аналогичный тест на вторую ногу. Теперь вы точно знаете, что упражнения для ягодиц вам необходимы. Когда мы стоим, наши ягодицы сокращены почти максимально. Так вот, чем больше вы сидите, тем больше они растянуты. Что еще хуже, растянуты и расслаблены. В этом положении ягодичные мышцы не работают. Им не нужно напрягаться, чтобы удерживать тело в пространстве. Итог. Некогда мощные мышцы медленно, но верно превращаются в желе. Еще одним важным индикатором состояния вашего второго сердца является походка. Обратите внимание, как вы ходите. Многие люди ходят на полусогнутых ногах, сутулившись и наклонив корпус вперед. И если вы заметили подобное у себя, мой вам совет. Тренируйте ягодицы, и ваша походка изменится. Ягодичные мышцы – это окутанный мощными мускулами рычаг. Он соединяет верх и низ тела, а каждая ягодица имеет 12 мышц и 20 связок. А теперь посчитайте, сколько за день вы ходите. Отрабатывают ли все ваши мышцы и связки положенную им норму? В современном мире человек настолько часто использует блага цивилизации, такие как лифт, эскалатор, машина, подъемники, что даже не задумывается, что таким образом включает спящий режим для этих мышц. А это приводит к их деградации. Мы медленно превращаемся в подобие шимпанзе. Я совсем не против благ цивилизации. Но что же тогда делать, чтобы укрепить наше второе сердце? А еще лучше развить его. Может, есть какой-нибудь секретный способ? По телевизору, в интернете много раз видела оригинальные способы и методы тренировки ягодиц. Такие как, например, зажим монетки между ягодицами. Часто применяется танцорами. Или более распространенный – ходьба по полу, сидя ягодицами. Эти и другие волшебные методы используют многие. Но есть ли результат? Давайте подумаем. Природа создала эти мышцы и наделила ими нас, чтобы ходить на прямых ногах. Неужели вот так, перебирая тазобедренными суставами по полу, можно дать им полноценную нагрузку? Лично я сомневаюсь, потому что назначение наших ягодиц – это сгибание, разгибание, отведение, приведение бедра и ничего другого. За годы тренировок я ни разу не видела спортсменов, выполняющих эти оригинальные упражнения. Поэтому давайте лучше я вам расскажу о самом эффективном и легко выполнимом упражнении для фундамента нашего тела. Ценность упражнения в том, что это на самом деле движение, которое нам просто необходимо в жизни. Нужно только обрести навык его правильного выполнения и применять его постоянно. Не удивляйтесь, но периодически, выполняя его правильно, вы также сможете избавиться от боли в коленях, либо предотвратить ее появление. Серьезно? Да, потому что ягодица является одним из стабилизаторов таза и колена. Поэтому слабость этой мышцы приводит к перегрузке наружных коленных связок. И это факт. А можно ли развить упражнениями только ягодицы, сделать их округлыми, упругими и красивыми, а другие части тела не тренировать? Из своего опыта я отвечу, что, к сожалению, нет. Это утопия. Итак, в предыдущем видео я рассказала вам о первом упражнении, величайшем и идеальном. Если вы еще не смотрели, посмотрите на моем канале. Какое же второе?
Что же это за упражнение? Речь идет о приседаниях. Упражнение направлено на развитие ног и ягодиц, так как невозможно иметь развитые ягодицы и слабые ноги. Импланты не рассматриваем. Вы думаете, что все об этом знаете? Тогда я вам покажу, как их выполняет большинство людей в обычной жизни, а иногда и в тренажерном зале. И если вы делаете это так же, а потом жалуетесь на боли в суставах, в спине, в коленях, нажмите лайк, и я вам обязательно расскажу о своих 6 секретах, правилах, которые я выполняю и делаю приседания с удовольствием, пользой и хорошими результатами. Увидимся с вами в следующем видео.